Если вы все еще думаете, что для увеличения точности LLM нужны сложные промпт-трюки, то у Google для вас плохие новости. Они показали, что простое дублирование промпта увеличивает точность модели, причем без уменьшения скорости или увеличения длины ответа. Да, буквально, вы просто берете свой промпт и еще раз повторяете его. В экспериментах этот прием выиграл 47 раз в 70 случаях, без единого проигрыша. И настоящий вопрос тут, а почему вообще это работает? И здесь скрывается очень неприятная особенность архитектуры трансформеры, на базе которой сегодня работает большинство современных языковых моделей. И сегодня мы разберем это. Чтобы понять, почему повторение помогает, необходимо объяснить некоторые базовые процессы, которые происходят с нашим промптом, перед тем, как модель начинает нам отвечать. К примеру, возьмем вот такой простенький промпт, кратко изложи содержание текста одним предложением. И одно из первых, что произойдет с этим промптом, его разложат на токены. Я думаю, многие из вас уже, наверное, слышали об этом. Дальше начнется так называемый self-attention, самовнимание. Это когда все токены, начиная со второго, посмотрят на токены слева от них. Второй токен посмотрит на первый, третий токен посмотрит на первый и второй, четвертый на первый, второй, третий и так далее. Только на токены слева. Третий токен не может посмотреть на соседа справа, к примеру, на шестой токен. И если попытаться максимально просто объяснить, то когда токен обращается к соседу слева, он задает ему вопрос, насколько ты важен, чтобы я понял свой смысл. И по итогу этого общения будет создана некая смысловая связь между двумя этими кусочками информации. В чем проблема такой архитектуры, когда токены могут смотреть только налево? Конкретно для этого маленького промпта проблем никаких нет. Проблемы начинаются, когда промпты большие. К примеру, представим, что это огромный промпт, и во время общения 11 токена со вторым обнаружилось, что связь между ними сильная. И они установили эту связь, но потом, когда этот токен также общался с третьим, четвертым, пятым и со всеми остальными 8, то его внимание размылось. Эти токены, эти 8 токенов, они тоже будут конкурировать за внимание. И это одна из основных причин, почему часто рекомендуют важные кусочки информации в промпте располагать близко друг к другу. Или какую-то важную информацию, какие-то ключевые моменты повторять в промпте. Теперь, что же произойдет, когда мы повторим этот промпт? Появится способность обойти это архитектурное ограничение. Здесь первое общение между 11 и вторым токеном, как и в обычном промпте, произойдет в результате обращения 11 токена ко второму. Второе общение будет наоборот, когда второй токен обратится к 11. Так как здесь 14 токен это есть копия второго. И находясь справа от 11, у него есть возможность к нему обратиться. Да, что второй, что 11, они также дважды пообщаются с остальными токенами, где также будет много шума. Но на этот раз этому шуму будет сложнее сбить с толку эту связь. Это как на совещании повторить ключевую мысль. Вероятность, что ее учтут, резко растет. Это особенно важно для модели без рассуждений, потому что рассуждающие версии языковых моделей уже в какой-то степени получают этот эффект. В ходе своего рассуждения они повторяют ключевые моменты. А теперь о том, как Google все это дело проверял. Исследователи взяли 4 популярных модели и их разновидности – GPT, Claude, Gemini и DeepSeek и прогнали их через набор стандартных тестов. Тестировали не на одной задаче, а взяли довольно широкий срез задач. К примеру, тест GSM8K – это набор школьных математических задач. В нем задачи на проценты, движения или деньги. То есть то, где модель должна понять условия и аккуратно посчитать, а не просто угадать. И именно на таких задачах хорошо видно, теряет ли модель важные детали вопроса. А тест MMLU Pro – это экзамен уже почти университетского уровня. Здесь вопросы по науке, праву, медицине, истории и другим областям. Здесь проверяется не арифметика, а широта знаний и точность понимания формулировки. И вот что важно, повторение промпта давало прирост и на математике, и на широких знаниях. То есть эффект оказался
довольно универсальным. Далее в тестах запускали обычный промпт и его версию с дублированием. И последние, рассуждающие версии этих моделей, не использовали. Наша цель – мы проверяем точность результатов, когда модель отвечает быстро, сразу, без длинных цепочек рассуждений. Главная цифра статьи – это когда сделали 70 сравнений обычного промпта с повторением промпта, то безоговорочную победу одержал промпт с повторением. 47 побед и ни одного поражения. То есть повторение либо улучшало результат, либо было нейтральным, но не делало хуже. Отдельно же хочется отметить победу модели Gemini Flash в тесте NameIndex. Это тест, где нужно точно извлечь что-то по позиции. Модели, к примеру, дают длинный список из 100 имен и спрашивают, какое 43-е имя в списке. И тут повторение показало просто колоссальный прирост в точности – 76%. И именно такие кейсы хорошо показывают, что повторение – это не косметика, а реальный рычаг. Дальше есть вот такая одна интересная деталь. Нам, людям, даже ставя задачу перед машиной, естественнее и привычнее сначала дать какой-то контекст, а потом что-то спрашивать. К примеру, как в этом промпте. Мы сначала привели какой-то список, а потом спросили, скажи, какое имя стоит на 7-м месте. И модель прочитает этот промпт, прочитает ровно один раз, строго слева направо, в данном случае сверху вниз, но читая, к примеру, имена Анна, Борис, Виктор, Галина, в этот момент времени она не будет заострять какое-то внимание на том, на какой позиции стоят эти имена. Для каждого кусочка информации, для каждого имени, его контекст – это все, что стоит слева от него. А вот если мы этот промпт как бы перевернем, сначала зададим вопрос, а потом приведем список имен, то вероятность того, что ответ будет точным, у этого промпта намного выше, чем у промпта слева. Читая этот вопрос также строго сверху вниз и читая этот список имен, конечно же, на этот раз модель уделит особое внимание тому, на какой позиции находится имя, потому что она ранее уже прочитала что-то связанное с этим. Как вы уже, наверное, догадались, если вы будете использовать повторение для промпта слева, то вы получите такой же эффект, как у промпта справа. Другими словами, вам не нужно особо заморачиваться касаемо того, в каком порядке располагать информацию внутри промпта. После основного эксперимента исследователи поинтересовались, а что будет, если мы немного поменяем форму повторения? Первый вариант повторения, где мы делаем просто копипаст, называется x2 повторение. Второй вариант повторения – это когда мы перед копией промпта добавляем некоторую связку. Например, «позволь повторить». Такая форма повторения называется verbose. И последняя форма, x3 повторение, это когда мы дважды повторили промпт, используя связывающее предложение. Позволь повторить еще раз. Тут результат тоже оказался интересным. Разницы между обычным копипастом и его версией со связкой не оказалось. А x3 повторение работало лучше, чем все остальные. По итогу можно сказать, что самым оптимальным вариантом будет простое копирование промпта, не заморачиваясь какой-то смысловой связкой между двумя этими копиями. А x3 повторение полезно будет для сложных задач, но он может быть немного дороже, если сам промпт изначально был огромным. Теперь самый практичный вопрос, а когда это реально стоит использовать? Используйте этот прием с дублированием запросом, если вы не используете LLM с рассуждением. Это очень дешевый способ повысить точность. Это идеально работает в задачах на извлечение данных. Программист может внедрить это легко, без изменения пайплайна. Но есть ситуация, где эффекта может быть меньше. Это очень длинные промпты. Но в большинстве продакшн-сценариев это один из самых дешевых экспериментов, который вообще можно провести. В заключение можно сказать, что вывод исследования довольно необычный. Чтобы улучшить результаты LLM, не нужно прибегать к сложному промпт-инжинирингу. Иногда достаточно просто повторить запрос. Исследователи объяснили, почему повторение помогает. Архитектура современных языковых моделей позволяет видеть токенам только то, что слева от них. А дублируя промпт,
Мы даем возможность этим токенам подсмотреть контекст справа. Это очень простой эксперимент, который любой пользователь или программист может быстро проверить. И поэтому хороший вопрос после этого видео: а что будет, если вы сейчас возьмете свои продакшн промпты и просто попробуйте их продублировать? На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск, и мы увидимся в следующем обзоре.